Скотч – главный бренд Шотландии. Раньше так называли самих шотландцев, теперь это шотландский виски. В общем, народ и напиток тезки. Сегодня скотч производится в общей сложности на 128 винокурнях. Самая новая из них – это винокурня бренда Macallan. Ее открыли вместо прежней в 2018 году. После нефти и газа виски – третья статья шотландского экспорта. Напиток приносит своей родине более 4 миллиардов фунтов в год. Мы очень гордимся нашим национальным напитком, который пьем не только мы, но который также успешно продается по всему миру в более чем 200 странах. И их число постоянно растет. Вся связанная с виски индустрия тоже местная, конечно. В нескольких милях от винокурни Macallan на старой кузнице Форсайтс куют перегонные кубы для производства скотча. У разных брендов они различаются по размерам. Производители виски любят медь, потому что с ней вкус напитка становится еще немного лучше. А нам нравится, что медь очень мягкая и с ней легко работать. Такие формы никогда не сделаешь из нержавеющей или еще какой стали. Это очень трудно. А из меди отлично. К тому же медь хороший проводник тепла. Кузница Форсайтс веками слагает одну сагу. Перегонные кубы за всю историю виски почти не менялись. И дух кузнечного дела вечно молод. Те же медь, огонь и удары. Раньше все было на заклепках, а теперь сварка. Все свариваем. В общем, это единственная разница, как соединять. А если про форму говорить, раскаляем до красна и работаем деревянным молотом. В общем, вручную. Так раньше было, так и сейчас. Ковка тоже не изменилась. Точно так же делаем. Главное национальное средство производства – дистилляторы изображены на банкноте в 10 шотландских фунтов. Очень важна форма дистилляционного аппарата. Очень важно и количество жидкости, которую в него заливают. Важны продолжительность дистилляции и угол наклона трубки. Все это влияет на характеристики напитка. На винокурне в медные кубы заливают приготовленную брагу крепостью всего в несколько градусов и нагревают ее. Спирт, выкипая, конденсируется в жидкости уже градусов 25. Второй перегонкой крепость доводят до 70 градусов. Ключевой этот процесс воспет в шотландском фольклоре как этап преображения ячменя, из которого делается виски. Переложение Роберта Бернса. «Ах, Джон, ячменное зерно, в твоем огне закалено, оживлено твоею чашей, не знает страха сердце наше». Результат возгонок называют молодым спиртом. Чтобы он возмужал, разливают по бочкам. На этикетке потом особо укажут, 2 типа бочек было для выдержки или 3. Хранилище Macallana более 300 тысяч бочек. Съемочная площадка для знаменитого фотографа, выходца из Шотландии Джона Ранкина. Мастеру позирует его жена, модель Тули Шипстер. Для многолетней выдержки скотча шотландцы уже несколько веков используют бочки, в которых прежде хранился другой алкоголь.
ноу-хау изобрели случайно. Поначалу бочки секонд-хенд брали из экономии. Оказывается, дерево и после сушки помнит свой прежний напиток и передает это воспоминание будущему виски, делая его уникальным. Мы заливаем молодой спирт в бочки, в которых прежде хранился херес. Напиток взаимодействует с деревом, и таким образом мы получаем 100% натуральный цвет Макаллана. А вкус примерно на 80% зависит от дерева, то есть от бочки. И даже не оценить, насколько восприятие виски зависит от бутылки, на которую потребитель смотрит, выпивая. Сотрудничая с производителем хрусталя, компанией «Лалик», Макаллан выпускает виски особо долгой выдержки – 50, 65 и даже 72 лет в специальных декантерах. Бутылки особой формы, фантазии на тему бочки, перегонного куба или новой винокурни – совместный арт-проект двух знаменитых брендов. Мы постарались сделать для Макаллан декантер, который был бы почти столь же изысканным, как и виски внутри него. Для меня и, я думаю, для Макаллан это стало большим успехом. После веков работы по негласным правилам стандарты настоящего скотча в 1915 году закрепил закон. Кроме места производства Шотландии, обязательно выдержка в дубовых бочках не меньше 3 лет. Цифра на этикетке – срок выдержки. Мы даем напитку время для взаимодействия с деревом. В течение этого времени температура в хранилище бочек меняется. Когда холоднее, напиток проникает в древесину. Когда теплее, наоборот. К тому моменту, как напиток становится 12-летним, мы получаем гораздо более полный букет, который мы и называем вкусом Макаллана. И, конечно, шотландский фольклор и первый национальный поэт Роберт Бёрнс тоже знают толк в выдержанном виски. Так пусть же до конца времен не высыхает дно в бочонке, где клокочет Джон ячменное зерно. О жизни виски после бочонка и о вечном его вкусе в заключительной части истории. Стандарты шотландского публичного потребления виски. Макаллан весьма насыщенный напиток, поэтому лучше его немного посмаковать. Он создан, чтобы вы им наслаждались. Пейте его так, как нравится лично вам. Это путь длиною в историю. От средневековья до хай-тека, от зернышка на крестьянском поле до мирового напитка.